Всем здорово, народ, и всех поздравляю. Что ж, наконец-то у нас вышел припатчик Pandaria Classic. То есть остался практически месяц, но 20 дней, да, фактически, до выхода уже прям полноценного дополнения. На сегодня я запланировал такой чилловый видос, поговорим о том, чем же можно заняться в припатче, что же такого подвезли. Поэтому всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Начнем с такой вещи, которая может заинтересовать игроков на ритейле, то есть на актуале, в War Within, который прямо сейчас, да. Это зеленый дракоша, соответственно. То есть всем известный такой звездный космический дракон. В классике, в стандарте он выглядит голубой такой, сине-голубой расцветкой, да. Нам же предлагают такого зеленого дракошу получить, что, кстати, довольно-таки просто делается. Маунт достаточно смачный, красивый. Мне вот нравятся вот эти эффекты, что из него еще частички в разные стороны разлетаются, выглядит симпатично. Значит, чтобы его получить, достаточно просто пройти стартовую сюжетную кампанию пандаренов. То есть создаете себе любого пандарена. Допустим, я себе сделал пандарена-монаха, просто чтобы вспомнить вот этот самый вайбик. На самом-то деле, стартовая сюжетка мне у них нравится, достаточно интересно. Если никогда не проходили, если не знаете, можете вот даже чисто ради интереса пощупать квестики. Квесты интересные, даже озвучка у персонажей основных таких вот сюжетных присутствует. Поэтому, да, стартовая цепочка пандаренов достаточно вкусная. Лично у меня полное прохождение этой сюжетки заняло 1 час и 40 минут. Это если мы учитываем вообще все. То есть я полностью прошел сначала сюжетку Pandaria, которая на вот этой черепахе базируется, да? И когда уже после выбора фракции вы попадаете в столицу, я выбрал Орду, попал в столицу Ургримар, соответственно, с горошем парочку квестов, которые связаны с ареной испытаний, тоже выполнил, и вот на это все у меня ушел 1 час 40, может быть 1 час 45, то есть достаточно недолго. Ради маунта, в принципе, такого симпатичного, я думаю, стоит пройти. Никакой ачивки мне после прохождения кампании не выдало, то есть какого-то визуального оповещения о том, что вам сейчас на актуале доступен маунт, его в принципе нет. Я просто перезашел на актуал и увидел, что да, все, мне в коллекцию добавился подарочек, я его разворачиваю, а там зеленый дракон. Это прикольно. Из минусов, кстати, пропал тот самый баф на опыт, который был 50%, теперь его в принципе нет, и это, конечно, дело печальное, потому что если вы не прокачали себе персонажа, теперь придется прокачивать его без вот этого дополнительного опыта на все, в принципе. То есть за квесты, за мобов весь опыт у вас на 50% больше к персонажу притекал. Быстрее наш персонаж обучался. При этом произошли все классовые изменения, то есть вам сейчас нужно заново посмотреть, что у вас отняли, что вам прибавили, пассивки, активки и, естественно, таланты полностью переработали. То есть теперь у нас не будет вот этого огромного дерева талантов, когда вы 1 000 000 поинтов вкидывали. Теперь у вас просто несколько тиров талантов присутствует, и вы выбираете один из 3. При этом их можно будет менять, понятное дело, в зависимости от там соло таргет ДПС или пачки вы хотите заваливать, или вы, может, про ПВП думаете. Это все будет видоизменяться. В общем, просто изучите свой спек, свой класс уже под панду. Что там у нас ОУПишное, что не ОУПишное, что стоит брать, что не стоит. И также немножко видоизменили символы. Теперь нам доступно всего лишь 6 символов. Во время катаклизма у нас, насколько я знаю, было 9, да, различных просто вариаций. То есть у вас было 3 огромных, 3 больших и 3 малых символа. Теперь их просто 6. В общем, тоже немножко там все поменяли. Это тоже стоит изучить. Опять же, в зависимости от ваших потребностей. Если у вас уже есть прокачанный персонаж 85-го левела, при этом у него солидный гир, можете, в принципе, ничего не делать. Но если вы только-только докачали перса, вот, например, как я, прокачал себе элем-шамана, ошамевшего, то можно поднимать ему шмот. Самое приятное, то, что сейчас добавили, это сценарии. То есть те самые микроподземелья на 3 игроков, которых можно проходить вообще в любым составом. Лично мне сценарии кажутся такими максимально недушными, приятными. Их можно проходить довольно спокойно. И при этом награда после прохождения данных сценариев очень солидная. И вот именно ПВЕшный стартовый такой гир, который вам потребуется, чтобы ворваться в панду, он там супер достаточный, назовем его так. Поэтому, если у вашего персонажа сейчас недостаточно гира, то я бы вам рекомендовал, опять же, сценарий побегать, либо другим любым способом заполучить себе хороший играбельный гир. А то потом придете в Pandaria, и вам 2 моба просто лицо фулл снесут, будете убивать их по, я не знаю, 30 секунд каждого. Это никому не надо. Лично моему персонажу не хватает шмота, чтобы даже героическое подземелье катаклизм регнуть, поэтому сейчас буду, конечно, с этим разбираться. Дополнительная для вас мотивация порегать случайные подземелья – это фарм очков справедливости. Для каждого персонажа у вас может быть максимум 4000 этих очков единовременно в сумке, соответственно. Когда
припатч закончится и когда выйдет Пандария, они будут конвертироваться в голду. То есть 4000 голды вам прилетит просто на старте нового аддона. Вот, за первый пройденный случайное подземелье Катаклизм дает 240 очков справедливости. То есть по факту вам еще 240 голды сверху платят дополнительно, это приятно. Я, к сожалению, не могу проверить награды за другие режимы, то есть вот Катаклизм, героические подземелья, за сценарий я не вижу награды, но вот у меня слишком бомжовский персонаж, что поделать. В любом случае, если вы не купили какие-то фамильки, можете потратить очки справедливости сначала на них, купить себе фамильные доспехи, либо в принципе гиры обновить, и потом уже, опять же, дофармить максимальное количество до 4000 очков, чтобы потом это все конвертировать в голду и получить дополнительную прибавочку, такую к себе в кошелечек. Что же еще? Конечно, битва питомцев. Теперь все питомцы, которые у вас уже были, тоже, ну, практически все, допустим, воздушный шар Орды не становится боевым питомцем. У него способностей, в принципе, нет. Но 99, наверное, процентов пэтов, да, становятся у нас боевыми, и вновь в игру привносится битва пэтов. На самом-то деле, в битве питомцев действительно тоже есть смысл. Во-первых, у вас будут различные квесты, связанные с ними. Опять же, допустим, если мы вспоминаем Вневременный остров, там давали различные награды за то, что вы побеждаете, да, вот этих гигапэтов, не помню, как они назывались, в общем, различных духов, типа там быка, цаплю и так далее. И также присутствует квестовая цепочка, связанная с битвой пэтов, которая вот берет начало свое у учителей. То есть в Ургримаре мы подходим к Варзоку, за Альянс не знаю, скорее всего где-то в Штормграде, да, стоит НПС, который также выдает вам эти квесты. И при прокачке пэтов вы вот эту цепочку выполняете, и когда вы ее завершаете, вам тоже там наваливают солидное количество голдишки, поэтому этим можно заняться. И кто вам сказал, что битва пэтов это что-то неинтересное? Там такой накал страстей идет, вот просто посмотри. Битва моего духа лета против водяной змеи. Я не знаю, посидел, пока просто происходил данный поединок. Начало довольно степенное. Водяная змея наносит удар, потом я наношу удар. Снова удар водяной змеи, и у меня промахивается питомец. Я думаю, ну блин, а как же так? Если сейчас я пробью его на 50% хп и ниже, у него будет баф на увеличенный урон. Он же может меня убить. Так он еще и критует на 49. А мой дух лета критует на 54, я побеждаю. Ты понимаешь? Здесь просто на лезвии ножа вообще происходит вся битва. Это такой адреналин, можно ставки делать. Кстати, Катаклизмом Classic, походу, до сих пор отдел разработки не увеличили, скажем так. 3 индуса сидит и в поте лица просто за всех отдувается. Ну, потому что, смотри, вот эти вот баги какие-то присутствуют на отображении интерфейса, просто не пропадают. Вот эта рамка после того, как я битву питомцев произвел. Причем в следующие разы, когда я это проверил, также сохраняется данный баг. Что-то с миникартой поехало. В общем, да, будем, конечно, надеяться, что на релизе багов, по крайней мере, критичных будет мало, но вот если вспомнить старт Катаклизма, не хочется повторения истории. В принципе, это и есть все виды такой основной деятельности, которой вы сейчас можете заняться. То есть это прокачка персонажей, прокачка шмота через сценарий, там, героические подземелья и так далее, фарм валюты, чтобы это конвертировалось, соответственно, в голду потом. Если мы говорим про такие не основные виды деятельности, чем можно сейчас заняться? Если вам это прям нужно и интересно, можете выполнить все задания, то есть берете максимальное количество заданий в ваш квест-лист, чтобы вот он полностью заполнен, выполняете их и не сдаете, чтобы как только вышел новый аддон, вы сразу же все эти квесты сдали, у вас был такой жесткий, прибавный скачок по опыту по сравнению с другими игроками. Не знаю, мне лично как-то впадло этим заниматься, поэтому я этого делать не буду, но почему бы и нет. Прокачка профессий, кстати, довольно важная тема, которой сейчас стоит заняться. Если вы уже наметили себе бизнес-план, хотите голдишки подзаработать, то качайте ваши профы, которые вы себе определили, до 525-го, по-моему, и там левела, да? Можете себе их прокачивать. Ну, такое базовое, это сбор травы, сбор руды, понятное дело, супер простое, при этом, ну, немалоэффективно. Опять же, на старте аддона все ресурсы будут стоить дорого. Ну, а если хочется чего-то посложнее, то это уже стоит прям отдельно подзапариться, видосы посмотреть на ютубе. Я сильно не шарю за профессии и за голдфарм с ними связанный. Вот такой вот видос, народ. Пишите комменты, про что я забыл упомянуть, какую активность я забыл вам рассказать, чем вы сейчас будете заниматься в припатче Пандарии. Интересно почитать. Но я же вам желаю удачи, всем прогрессив PvP. Ну, у нас все-таки PvP-шный канал. Всем пока.